Всем привет, меня зовут Анастасия, это канал «У Турции» и жизни в горной деревне. Как вы знаете, а может быть и нет, на этой неделе начинается важный праздник не только для Турции, но и для всех мусульман – Курбан-Байрам. Пройдет он в Турции с 6 по 9 июня. У нас объявили официальные выходные. Для турок это очень важный праздник, и готовятся они к нему основательно. Те, кто живет в городах, многие начинают устраивать себе ремонт, обновляют мебель, а те, кто живет в деревне, как у нас, то делают внутреннюю, внешнюю побелку, покраску, в общем, освежают полностью свой дом, потому что в этот праздник собирается очень много народу в доме, и всем хочется быть, в общем, чтобы было все чистенько, красиво и уютно. В этот праздник приезжают в дом. Нет. В этот праздник собираются, приезжают в гости, все те, кто давно не виделись, будь то родственники, сослуживцы, просто друзья. А те, кто живет неподалеку, они ходят друг к другу в гости. А некоторые, в основном это касается молодежь, молодожен, они уезжают отдыхать за границу, либо остаются в самой Турции, но устраивают себе каникулы. Турчанки начинают задолго готовиться к этому празднику, например, как наши женщины в деревне. Делают себе заранее заготовки, чтобы в праздник уже не возиться с этой кухней, с этой готовкой, а было уже все практически готовое, и было чем порадовать гостей, и уделить им побольше времени, пообщаться, в общем. Хозяюшки в эти дни любят удивлять гостей как сладостями, так и всякими вкусными блюдами. Например, домашняя турецкая пахлава. Она очень вкусная и совершенно не похожа на ту, что продается в магазинах. У моей свекрови есть свои подружки в деревне, их на данный момент 3. Они, в общем, делают себе заготовки, каждая свое тесто подготовят, и потом идут к друг другу, и все это вместе уже делают. Этот рецепт теста у моей свекрови передается из поколения в поколение. В ней принципиально присутствует кюль-сую, замоченный пепел, либо пепельная вода. Тесто готово, берем свой столик, скалку и поехали. Решила вам немножко показать нашу деревню. В прошлом видео мне написали комментарий, что везде грязно, все везде валяется. Посмотрите, пожалуйста, внимательно, где вы здесь видите мусор и грязь. В нашей деревне как раз-таки очень чисто. Единственное, что здесь много брошенных, разрушенных домов. Еще мне написали, что здесь нищета и разруха. Я с этим абсолютно не согласна и желаю, чтобы в каждой деревне мира у каждой женщины была посудомойка и стиральная машинка. Если ты живешь в деревне и ведешь свое хозяйство, то ты считаешься одним из богатых людей в Турции. Это печка, похожая на тандыр. Очень распространена в деревнях Турции. Еда здесь просто потрясающе вкусная получается. Это у нас дрова оливковые и шишки.
тоже для печки. А здесь типа мангала делают. Neyse. Bu burada dursun da nasıl yapacağı onu. Ben de beceremiyorum. Allah izin verin inşallah. Ana saat 11'e geliyor abla. Bir saat 12'de başlayacaktık ama olsun sağlık olsun ama sen de. Bir saatin havarlığa yoklar. Evet. Вы у меня часто спрашиваете в комментариях, как эти женщины потом встают на ноги. А я вам скажу, что они тоже с горем пополам поднимаются. Yağladın mı güzel koyması? Ha. Büyük bile olmuş. Şimdi büyük kıvırıştırınca güzel oluyor Şükran abla. Olmaz bir şey olmaz o. Peynirler. Çok güzel Şükran abla. Öyle olsun. Saydın değil mi sen bunları? Saydım. 14 tane var şimdi. Saydım. Что принципиально важно, то первые 3 слоя ничем не смазываются и ничем не засыпаются. А уже на 4-й слой, на 4-й лаваш посыпается начинка. В начинке могут быть абсолютно разные, какие только придумаются орехи, но принципиально там должен присутствовать арахис. Sizin Şalvar. Evet. Sizin kadınlar şalvar neden giyiyor? O köy özellik mi ya öyle Türkiye'de kültür var? Kültürü var tabii ki. Bütün köylerde şalvar, kadınlar şalvar giyer. Şalvar rahat çalışıldığı için giyiliyor. Nene bebi. Alışkanlık. Oturmak, kalkmak. Nene bebi. Evet. Nene bebi. Çok rahat oluyor şalvarla. Nene bebi. Rahat çalışabilmek için. Bak rahat oturuyoruz. Ne güzel oturuyoruz. Evet. Yoksa etekle, pantolonla böyle rahat oturamam. Kaç sıra olması lazım burada? Bu da sevdirmiyor ama yok Mehmet. Ne olması lazım? Yok Mehmet. Sıra. Ha. Başka Mehmet Yufka olarak sevecek diye geliyor. 35-40 arası. Ondan az olmuyor mu? Ondan az olmaz. Так как их 3 подружки, у них вышло 3 больших подноса, каждому на семью. Они начали этим заниматься в 11 часов утра, и сейчас, как вы заметили, уже практически ночь. И закончили они это только в 8 часу вечера. Сырую пахлаву поливают смачно, обильно оливковым маслом, а только потом отправляют ее готовиться. Готовится она у нас сегодня принципиально в печке на дровах. После это будет потрясающий запах и очень-очень вкусно. Если вы хотите более подробный рецепт, как делать турецкую пахлаву, у меня на канале есть видео. В описании оставлю ссылочку. Обязательно заходите, посмотрите. А также в эти праздники очень популярное блюдо – это япрак сарма. Вы практически в каждом доме можете ее встретить. Это виноградные листья. Моя свекровушка сегодня полдня их собирала. На турецких базарах они продаются как маринованные, так и свежие. Турчанки чаще пользуются, конечно, маринованными, но сегодня мы решили приготовить из свежих. Это из-за того, что свежие листья, их, в общем, просто в кипяточке сейчас замочат. Kaç dakika duracak? Biraz duracak işte nasıl bilmiyorum ki dakikasını. Отбираются листики по размеру, и, конечно же, аккуратненько нужно отрезать их хвостик. Начинка у нас рис, всевозможная зелень, мята, укроп, петрушка, зеленый лук и репчатый лук, пожаренный с томатом. И все это, в общем, посолить, поперчить, все по вкусу, хорошо перемешать. Görüyorlar onu. Nasıl görüyorlar? Taze yaprağın havası başka. У этих листиков у нас прошло где-то минут 15, Сапсарı oldular bak. и они стали вот такого цвета. Daha o yetmez ben evde börttür gelirim yine. Yok ya var bu yeter ama
Evdekileri börttürmeden getir de. Öyle mi? Я живу в Турции уже более 8 лет, и скажу вам честно, я до сих пор не умею так крутить япрак сарма, как это делают турчанки. Они у меня не получаются такие длинненькие, такие упругие и красивые. Вот так они складывают вверх попкой, для того, чтобы это все дело проварилось, потому что рис сырой. Если складывать вот так слоями, то верхний слой сармы может не провариться. Поэтому именно вот таким методом потом заливается это все водичкой, сверху какая-нибудь тарелочка, и все это варится. У меня многие спрашивают, почему это называется япрак сарма. Это не долма, а именно япрак сарма. Готовят ее по-разному. Кто-то делает ее с курицей, кто-то делает с фаршем. Но в нашей деревне ее принято делать с зеленью и рисом. Это второй способ начинки. Так делает моя свекровь и любит мой муж. Репчатый лук свежий, много зелени и много, целый пучок практически мяты. И все это заливается оливковым маслом, без каких-либо поджарок и без каких-либо томатных паст. Кто не знает, в предыдущем видео мы с мужем делали свою домашнюю колбасу, турецкий суджук. Кто не видел, оставлю в описании ссылочку, обязательно посмотрите. У меня, в общем, эта колбаска получилась. Наша колбаска получилась. Вот такая она уже твердая, высохла. Что мы заметили с мужем, настоящая колбаса, в которой содержится мясо, она становится очень темного цвета, к бордовому такая, как вы видите. А та, что продается в магазине, красного цвета. Там есть все, что угодно, но только не мясо. Турецкая колбаса выглядит именно вот так. Называется она суджук. Сейчас я ее обжарю с двух сторон. И буду деточкам делать тост. Также беру хлебушек. Нарезаем сырочек. Наша колбаска. Видите, какого цвета она? В общем, девчонки, колбаска у меня получилась. Как мы будем ее делать снова, я обязательно вам подробно рецепт запишу. Делать очень легко. Обязательно сверху маслечко оливковое. Вот так вот, в общем, это дело. И немножечко ждем. И вот такая красота у нас получается. Хрустящие вкусные тостики. Девчонки, кто интересовался нашими посадками, они у нас потихонечку растут, ничего не пропало. Сейчас я вам покажу. Короче, мы взяли вот навоз, барашки, в общем, козочки, что было. И вот так вот я, в общем, удобряю мои красивые клубнички. Здесь, кстати, у меня вон уже начали. Первый урожай уже тихо-тихо пошел. И здесь вон тоже клубничка. Это мои огурчики. Ой, смотри, уже огурчики дают. Вот он, смотри, крошечный. Маленький. Здесь пока нет, здесь пока цветочки. Муж мой поливает, блин, все у меня тут в этом, блин, в глине. Берем, короче, и также здесь, в общем, удобряем вокруг. Пишите, девчонки, как делаете вы, как вы удобряете. Прям целиком здесь свой участок или тоже вот так поштучно. Я в этом деле не профи. Как могу, в общем, так и делаю. Привет. Привет. Вот мои помидорки уже растут. Маленькие, правда, пока, но уже подросли они у меня. Сейчас я хочу похвастаться своей новой машиной, которую мне подарили, последней модели, в общем, внедорожник. И немножечко вам поднять настроение. Вот такой у нас новый внедорожник.
Не требует никакой заправки, ни бензина, ни электричества. Ускоряется по мере, скорость его прибавляется по мере ускорения. Так вот я буду теперь добираться с деревни вниз к морю. Кто у меня спрашивал, на чем мы добираемся. Бай-бай. Я, в общем, все это время прошу у мужа купить мне машину. У него есть, но его вместе с ней практически не всегда бывает дома. И постоянно спуститься к нам с деревни вниз, это занимает 10 минут до центра, мне приходится просить нашего дедушку, но он тоже не всегда бывает свободен. И у нас эта дорога, в общем, постоянная проблема. И я ему все ною: купи мне машину. И мои детки решили меня не расстраивать и подарить мне машину. Мои дорогие девчонки, спасибо вам за ваши комментарии, за такие теплые, искренние и добрые пожелания. Для меня это очень важно, мне это очень приятно. Для меня это не только поддержка, но и ваше вдохновение, чтобы творить, в общем, и показывать для вас все больше интересных видео. Спасибо вам за ваши комплименты. Пока я их читала, я, в общем, вся там растаяла по поводу стрижки, по поводу покраски. Покраску я делаю сама, а вот так постричь каре я, конечно же, себе пряменько сама не смогу. Меня радует, что на моем канале собралась целая команда умных, добрых и мудрых людей. Если вам было полезно и интересно это видео, обязательно подпишитесь, поставьте лайк и поделитесь с ним друзьями. Так вы поможете каналу развиваться.